Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Александр Грин не улыбался уже 4 месяца. Это была не та статистика, которую ведут в медицинских картах, но его дочь Лилия фиксировала каждый прожитый день с пугающей точностью. В ее календаре эти дни были отмечены серым цветом пыли, которая ложилась на нетронутые инструменты в мастерской отца, и цветом его взгляда, устремленного в сад. Александру был 71 год. 50 из них он провел с деревом. Плотник — это не просто профессия, это мировоззрение. Он верил, что любую трещину можно заделать шпатлевкой, любой перекос исправить клином, а старую поверхность отшлифовать до блеска. Но когда 4 месяца назад не стало Элизы, его жены, Александр обнаружил, что жизнь — это конструкция, которую невозможно починить, если рухнула несущая стена. Он сидел в массивном дубовом кресле, которое смастерил сам еще в молодости. Обивка потерлась, но дерево держало крепко. Лилия смотрела на него из дверного проема кухни. Отец похудел, его некогда могучие плечи осунулись, а руки, привыкшие к тяжелому молотку, теперь бесцельно лежали на коленях, подергиваясь от легкого тремора. «Пап, я принесла запеканку», — мягко сказала Лилия. Александр не обернулся. Он смотрел, как вечерние тени удлиняют силуэты яблонь в саду. «Спасибо, Элиза», — прошептал он. Лилия замерла. Это случалось все чаще. Врач, доктор Стивенс, называл это когнитивным угасанием на фоне тяжелой утраты. Разум Александра, не желая мириться с пустотой, начал аккуратно стирать границы реальности. Память становилась похожей на старую кинопленку, которая местами выцвела, а местами склеилась в произвольном порядке. Лилия работала в Центре спасения диких животных «Зеленый ковчег». Ее жизнь состояла из звонков, отчетов и запаха сена. В тот четверг в центре царил хаос. Из-за прорыва магистральной трубы главный вольерный блок затопило, и электричество пришлось отключить. «Лили, мне некуда его деть на ближайшие 2 недели». Доктор Марина Холт, ведущий ветеринар, выглядела изможденной. В ее руках была бутылочка с питательной смесью. Это Кай. Его привезли из Кении 3 недели назад. Мать убили браконьеры, он истощен и страдает от разлуки. Ему нужно тепло и тишина, а здесь сейчас стройплощадка. Лилия посмотрела на Кая. Слоненок был крошечным, не выше ее талии. Его кожа была складчатой и серой, а огромные уши смешно подрагивали, когда он пытался поймать хоботом край ее куртки. В его глазах было столько же печали, сколько Лилия видела каждое утро в глазах отца. «У меня есть старый каменный сарай», — медленно произнесла она. «Отец раньше хранил там заготовки дуба. Там сухо, стены толстые». Поздним вечером прицеп мягко затормозил у дома Гринов. Пока Александр спал тяжелым, забывчивым сном, Лилия и 2 волонтеров превратили сарай в подобие африканской саванны в миниатюре. Мощные обогреватели разогнали сырость, свежая солома пахла летом, а автоматическая поилка тихо журчала. Кай вошел в сарай осторожно, прощупывая хоботом каждый сантиметр. Он издал негромкий звук, похожий на скрип старой двери, и улегся в солому. Лилия закрыла засов, не подозревая, что завтрашнее утро изменит все. В 5:45 утра Александр проснулся. Привычка всей жизни — вставать до солнца — была сильнее деменции. Он прошаркал на кухню,
поставил чайник. Очки остались на тумбочке в спальне, но он знал этот дом на ощупь. Взглянув в окно, он нахмурился. Дверь сарая была приоткрыта, засов не защелкнулся до конца, поддавшись напору любопытного хобота. На фоне предрассветного тумана по саду бродило некое существо. Оно было серым, приземистым и сосредоточенно щипало молодую траву у живой изгороди. «Опять соседский пес прибежал», — проворчал Александр. Его мозг, затуманенный сном и болезнью, выдал самую логичную интерпретацию. Размер — крупный, цвет — серый, хвост — значит, собака, очень большая, странная, морщинистая собака. Александр накинул старую куртку и вышел на крыльцо. Прохладный воздух обжег легкие. «Эй, парень, ты чей?» — негромко позвал он. Кай замер. В мире слонов голос человека обычно означал либо опасность, либо еду. Но в голосе старика не было агрессии. Слоненок медленно повернулся и направился к крыльцу. Александр присел на корточки, превозмогая боль в коленях. «Иди сюда, бродяга! Замерз, небось!» Слоненок подошел вплотную. Вместо влажного носа Александр почувствовал на своей ладони нечто гибкое, сильное и шершавое. Хобот Кая осторожно обвил пальцы плотника, изучая запах опилок и старого табака, въевшийся в кожу за десятилетия. Александр замер. Это было странное ощущение, но в его сознании не произошло взрыва. Напротив, в нем разлилось удивительное спокойствие. Он поднял руку и погладил Кая по лбу, прямо между огромными ушами. Кожа была теплой и живой. «Вот это ты, парень! Ну и шкура у тебя, как у старого ботинка». Александр впервые за 4 месяца глубоко, полной грудью вздохнул. Когда Лилия выбежала в сад, привлеченная отсутствием отца в доме, она замерла на месте. Старый плотник сидел на траве, прислонившись спиной к яблоне. Маленький африканский слон положил голову ему на плечо. Александр что-то тихо бормотал, почесывая Кая за ухом, и на его лице, впервые со дня похорон, играла слабая, но абсолютно настоящая улыбка. «Лиля, глянь!» — позвал он, заметив дочь. «Собака тут, похоже, заблудилась. Породистая, видать. Ты только посмотри, какие уши!» Лилия открыла рот, чтобы сказать правду, чтобы объяснить, что это слон, что это временно, что это опасно. Но слова застряли в горле. Она видела, как свет возвращается в глаза отца. Она видела, как его руки перестали дрожать. «Да, пап», — проглотив комок, ответила она. «Очень редкая порода. Ему нужно пожить у нас пару недель, пока хозяева не найдутся. Ты присмотришь?» «Конечно», — серьезно кивнул Александр. «Псу нужен режим. И, кажется, он очень любит морковку. Эти 14 дней стали для дома Гринов временем исцеления». Александр преобразился. Болезнь, казалось, отступила перед необходимостью заботиться о ком-то, кто был еще более потерянным, чем он сам. Каждое утро начиналось с ритуала. Александр готовил завтрак для пса, резал яблоки, морковь и кабачки. Кай быстро понял, что этот человек — источник тепла и лакомств. Он следовал за Александром по пятам, смешно переваливаясь и помахивая хоботом. Они проводили часы в саду. Александр притащил из мастерской старую щетку и чистил Кая, рассказывая ему истории из своей жизни. О том, как он строил этот дом, о том, как Элиза любила пионы, о том, как однажды он чуть не лишился пальца, работая с циркулярной пилой. Слоненок слушал, похлопывая ушами. Между ними возникла немая связь двух существ, потерявших свою стаю. Лилия наблюдала за этим с замиранием сердца.
Она видела, как к отцу вернулся аппетит. Он перестал путать имена. Он начал снова планировать дела, например, починить забор в саду, чтобы пес не убежал. Но она знала, что срок истекает. Доктор Холт позвонила в пятницу. «Ремонт закончен. Мы приедем за Каем в воскресенье вечером». Воскресенье выдалось пасмурным. В воздухе пахло дождем. Когда у ворот остановился большой грузовик с логотипом зеленого ковчега, Александр стоял в саду, придерживая Кая за хобот. Лилия подошла к нему, чувствуя себя предательницей. «Пап, хозяева приехали. Им пора забирать его». Александр долго молчал. Он смотрел на грузовик, на людей в униформе, на Кая. Потом он медленно снял очки, протер их краем куртки и снова надел. Свет в этот день был резким, без тумана, и сознание плотника вдруг стало кристально чистым, как отшлифованная поверхность дуба. Он посмотрел на Кая, не на странную собаку, а на существо с огромными ушами, хоботом и мудрыми, почти человеческими глазами. «Ты ведь никогда не был собакой, правда?» Тихо, едва слышно спросил он. Кай издал низкий звук, вибрирующий в самой груди, и прижался лбом к плечу старика. Это было прощание. Александр выпрямился. Его спина снова стала прямой, как у мастера, принимающего важную работу. Он погладил слоненка в последний раз и обернулся к ветеринарам. «Он любит, когда его чешут вот здесь, за левым ухом», — твердым голосом сказал Александр. «И не давайте ему перезрелые груши. У него от них потом живот ворчит». Лилия смотрела на отца с изумлением. Деменция не ушла навсегда, но в этот момент он был абсолютно здесь, в реальности. Когда Кая завели в прицеп, слоненок в последний раз протрубил, и этот звук эхом отозвался в пустом саду. Машина тронулась и медленно скрылась за поворотом, оставляя после себя лишь запах сена и глубокую тишину. Александр стоял у ворот, пока шум мотора не стих окончательно. Лилия подошла и осторожно взяла его за руку. Его ладонь была теплой и надежной. «Знаешь, Лиля», — сказал он, не отрывая взгляда от дороги, — «горе, оно как древесина. Если его оставить в сырости, оно сгниет, а если вынести на солнце и дать ему работу, оно станет крепким». Он повернулся к ней и улыбнулся. Это была улыбка человека, который прошел через шторм и, наконец, увидел берег. «Пойдем в дом. Кажется, я проголодался. И, кстати, завтра мне нужно навести порядок в сарае. Там ужасный беспорядок после твоего пса». Они пошли к дому, и Лилия поняла. Чудо было не в том, что слон притворился собакой. Чудо было в том, что маленькое серое существо напомнило человеку, как это — чувствовать себя нужным. Сад погружался в сумерки, но в окнах дома Грина впервые за долгое время горел теплый, живой свет.